Вы знали, что человечество далеко не первая развитая цивилизация на нашей планете? В доисторические времена существовал целый ряд таких удивительных культур. Им удалось достичь удивительных вершин, после чего они пришли в упадок и исчезли. Но почему? Давайте узнаем. Это одна из самых древних цивилизаций мира из всех известных нашим ученым. Она возникла на территории современной Индии и Пакистана и развивалась в долине реки Инд в 3300-1300 годах до нашей эры. Уже к третьему тысячелетию эта цивилизация имела куда больше территорий, чем египтяне или жители Месопотамии. Из этого вытекает другая особенность. Считается, что 10% от населения всей планеты жило именно здесь. Особенностью инской цивилизации была ее высокая социальная организация. Общество было разделено на касты, социальные группы, каждая из которых выполняла определенные функции в жизни общества. Место человека в касте было определяемо еще до его рождения, так как это было связано с родительским достоянием. Инская цивилизация была знаменита своими достижениями в области архитектуры, науки и искусства. Например, здесь были построены первые каменные дворцы, а также знаменитые храмы в городах Хараппа и Мохенджо-Даро. В конце второго тысячелетия по непонятным причинам жители этой цивилизации покинули родные земли и отправились странствовать по юго-востоку. Самой распространенной версией долгое время являлось нападение кого-то другого, но ряд многочисленных исследований показал, что ветра, идущие из тропиков к экватору, сократились практически на 2 столетия, что уничтожило сельское хозяйство этого народа. Помимо этого, свою роль могли сыграть землетрясения, вспышки малярии и холеры. Майя – это одна из древнейших цивилизаций, возникшая в 2500-2000 годах до нашей эры на территории нынешней Центральной Америки. Она располагалась на территории, которая включала в себя современный Гондурас, Белиз, Гватемала, Юкатан и Квинтана-Роо в Мексике. Майя имели свой язык, календарь, письменность, архитектуру и искусство. Велико число их достижений в области наук, целительства, математики, астрономии и многих других. Среди их величайших достижений можно назвать знание точных длин земных городов, изобретение единиц измерения времени, создание точного календаря и математических табличек. Майя строили грандиозные пирамиды, создавали скульптуры и живопись, изготавливали украшения и предметы быта. В их жизни было много религиозных практик. Их вера основывалась на поклонении антропоморфным богам. Им были посвящены многие здания и искусство. Одним из важных религиозных обрядов были жертвы для богов, включающие в себя человеческие жертвоприношения. По мнению исследователей, длительная засуха привела к гражданскому конфликту. Международная группа ученых пришла к выводу, что Майя-Пан, культурная и политическая столица цивилизации майя, потерпел крах из-за продолжительной засухи. Цивилизация Анасази возникла в первом тысячелетии до нашей эры в южно-западной части Северной Америки и просуществовала до 13 века. Они жили на территории, которую в настоящее время называют четырехугольником Анасази. Он находится на территории штатов Нью-Мексико, Аризона, Юта и Колорадо. Анасази жили в малых семейных группах и строили свои дома из камней, глины и древесины в местах, где они могли заниматься земледелием и возиться с скотом. Они были первыми в Северной Америке, кто начал заниматься земледелием. Например, выращивать кукурузы, бобы и тыкву. Анасази также извлекали полудрагоценные минералы. Анасази были известны своим неповторимым искусством и ремеслами. Они создавали украшения, керамику, картины и другие изделия из дерева или костей животных. Кроме этого, они создали комнаты, где были вымощены полы множеством ярких камней, изображающих различные геометрические и символические фигуры. Позже, к началу 13 века, Анасази столкнулись с кризисом, связанным с изменением климата. В регионе начались длительные засухи, которые привели к умаляющемуся урожаю и миграции племен. Существует много гипотез о том, что могло привести к упадку Анасази, включая диверсификацию, переграждение водотоков и вражды между племенами, но точной причины пока не установлено. Цивилизация Кахокия – это древняя культура, которая проживала на территории современных штатов Иллинойс, Миссури и Огайо в Северной Америке. Культура существовала с X века до нашей эры до примерно XIV века нашей эры. Культура Кахокия была знаменита своими многокомнатными, многоэтажными домами и пирамидами. Также они умели создавать огромные сооружения, такие как Монкс Маунт, пирамида высотой 30 метров, которая была создана на протяжении более 400 лет. Культура Кахокия была очень развита в сельском хозяйстве, так как они занимались земледелием и разведением животных. Культура Кахокия была также знаменита своим искусством, особенно их керамикой и росписями, которые изображали сцены из повседневной жизни. Они также умели готовить настойки из трав и применять их в медицине.
Однако культура Кахокия исчезла в ранней эпохе 14 века. Существует несколько гипотез, объясняющих их гибель, включая болезни, дефорестацию, обмен культурами и войны. Однако никто не знает точно, что произошло на самом деле. Сегодня область, где процветала культура Кахокия, является национальным историческим достоянием, и она стала одним из наиболее известных мест в США, где можно познакомиться с древней архитектурой и культурой индейцев, которая существовала в североамериканском континенте на протяжении многих веков. Чавинская цивилизация – это древняя культура, которая просуществовала в период с 900 по 200 годы нашей эры в Андах на территории современного Перу. Центр культуры находился на территории долины Рио-Хуатанга в сердце Анд, где находятся руины города Чавин-де-Хуантар. Он считается первой культурой на территории Перу и оказал огромное влияние на всех следующих культур, возникших в этом регионе. Чавинцы жили в долинах Десницы Альтавелли, Атынской долине и долине Рио-Макры. Они занимались земледелием, животноводством и ремеслом. Главной целью культуры Чавина было совершенствование хозяйственных методов и повышение уровня жизни населения. Один из основных занятий чавинцев было ткачество. Они создавали красивые ткани и одежду высочайшего качества из разнообразных материалов. Среди других ремесел, практиковавшихся в этой культуре, была керамика, лепка из глины и ювелирное дело. Одним из главных достижений чавинской культуры было строительство огромных террасированных зданий, пирамид, площадей и каменных статуй, которые располагались во всем регионе долины Рио-Хуатанга. Каменные статуи были высокими до 3 метров, изображали различных богов. Однако развитие этой культуры закончилось позднее из-за экологического кризиса и бурных политических преобразований, которые привели к ее упадку. Культура Чавина стала затем рушиться, и она ушла в прошлое. Но она оказала большое влияние на многих последующие культуры Перу и близлежащих территорий. Остров Пасхи. Цивилизация острова Пасхи или Рапа-Нуи возникла на отдаленном острове в южной части Тихого океана в начале первого тысячелетия нашей эры. Она управлялась главным образом монархами, которые известны своей уникальной культурой и знанием астрономии. Самый знаковый признак цивилизации острова Пасхи – это огромные статуи, которые назывались Моаи. Они были созданы из камня и представляли собой огромные фигуры человека высотой от 3 до 10 метров. Эти статуи символизировали влияние вождей, изображенных в деревянных резных фигурках. Цивилизация острова Пасхи также известна своими обрядами. Однако цивилизация острова Пасхи столкнулась с экологическим кризисом и не могла больше поддерживать свой жизненный уровень. Основная причина этого состояния была связана с исчезновением деревьев, необходимых для постройки домов и для создания флота, а также для охоты и сбора воды. Разоренный голый остров не мог обеспечить даже минимальных условий для жизни, и культура со временем ослабла и исчезла. Сегодня остров Пасхи высоко оценивается и привлекает множество туристов со всего мира своей уникальной культурой и загадками, которые она представляет, а также своей диковинкой природы и дикими пляжами, привлекающими к себе множество людей. В этом выпуске мы разобрали уже достаточно много древних цивилизаций. Но могла ли по такой логике существовать еще более древняя и развитая цивилизация, которая была развита еще лучше? Сегодня многие исследователи пытаются найти ответ на этот вопрос. Для начала обратимся к астрономии, и все тут же говорит против. Звезды первого поколения, состоявшие из первичного вещества Вселенной, практически полностью лишенного любых элементов, кроме водорода и гелия, возникли и прогорели очень быстро. Они становились сверхновыми и, вспыхивая, обогащали окружающее пространство новыми тяжелыми элементами. Звезды второго поколения имели уже больше тяжелых элементов, а в третьем поколении их число вновь увеличилось. Какими бы расчетами ни занимались ученые, при любом раскладе выходит так, что сейчас самое последнее, третье поколение, появилось на свет очень давно, миллиарды лет назад, а значит настолько же и должны древние цивилизации быть старше нашей. Это ведь просто-напросто невозможно. Ведь тогда далеко не факт, что на Земле вовсе была хоть какая-то жизнь. Это действительно непростая тема для рассуждения. Но если разобраться поподробнее, то все стоит на свои места. Многочисленные исследования показали, что большинство расходованных материалов, оставшихся на дне океана или на суше, вряд ли когда-нибудь возьмут и испарятся. Из этого вытекает другой вывод. Если бы до нас на Земле существовала другая высокоразвитая цивилизация, наши ученые давным-давно это поняли, так как невозможно возводить многотонные конструкции, при этом не оставив сильных шрамов на планете. Получается, что никакой древнейшей цивилизации не было и быть не могло. Поделитесь своим мнением на этот счет в комментариях. И не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.